Итак, доброе утро, ребята, уже даже не утро, уже, по Риге 12 часов. Загрузился я здесь. Вот, что-то не понял, почему кольцо показывает какое-то. Ну все, теперь стартуем. Надо пустить, длинный, что он на подъеме стоит. Груз есть вроде. Ладно, походу, наверное, опустится. Ага, так и есть. Ну что, загрузился я. Правда, выгрузка была назначена на 8 типа, а по факту нифига не 8. Они мне сразу сказали: у нас груз не готов, надо будет ждать до 9. Ну хорошо, до 9, так до 9. Я сразу написал в офис. Ну и в итоге начали не в 9, а в 9:30. Ну, неудивительно. Там у них был на меня, у меня 33 палета, типа, да, по бумагам, кажется, 33 было написано. А по факту у меня был на тот момент готово только 21 палет. Вот, поэтому они и не могли меня начинать грузить. Но я все равно простоял у рампы. Ну, в смысле, там как получилось? Да, 4-я рампа, становись, я встал. Там надо встать, поставить башмак противооткатный, приподнять рампу, ну как обычно, и отнести, сдать ключи. Понес ключи сдавать, вот они мне эту информацию сказали. Ну ладно, хорошо, что сказали. Они типа, знаешь, как любят говорить в Испании: маньяна, эсперо, подождите, waiting, we don't have any information, и так далее. Ну, и так далее. Ну, видите, как хорошо мне сказали. Ну, 1,5 часа задержки. В итоге я загрузился. Груз вообще никакой. Даже 9 тонн нету. Ну, как я и предполагал, что такое. Ну, я так посмотрел, это soft towels, это полотенца сухие. Сзади, сверху я не крепил груз. Он легкий, высокий, нормальный, устойчивый, по 3 в ряд. Что еще? И только задние ремни поставил дополнительные через уголки, такие перпендикулярные. Ну, это просьба из офиса. Так делать вообще всегда. Не трудно. Вот. И теперь мы идем уже на Испанию, в сторону города Мадрида. Ну, сейчас пока пойдем на Бордо. По-моему, по 10-й дорожке, потом по 63-му, по-моему, автобану. Ну, сейчас точно уже не помню. Вот. Как-то так. Француз едет, видит, что мне надо перестраиваться, до конца гонит. За человек такой. Так, все нормально. Что еще хотел сказать? Нормально я вчера отдохнул, так возле магазина сходил в магазин с вечера. Потом помылся вечером в туалете. Ну, лицо, там, руки, все дела. Сполоснул, так сказать, пот с лица. Что-то ты меня не туда повел немножко на юга. Тут во Франции какая-то фигня у меня частенько случается с GPS-ником. Поэтому, немного он задумался, а показывал мне направо. Надо было немножко прямо проехать. Ну ничего, сейчас развернемся и поедем куда нам надо.
говорят, ну давайте быстрее заходите в кольцо. То вы как бешеный заходите в кольцо, то, блин, тормозите непонятно на чем. Бывает, из-за такой горы вылетает на кольце, блин. Ты его не видишь, вот это уже на кольце. Я уже об этом говорил, когда такие высокие горки. Развязки такие, как уехать опять в другую сторону. Ну, а сейчас все нормально, ты сейчас поехал обратно по той же дороге. Подтормаживать. Ну, это уже визуально я знаю дорогу. В принципе, дорога почти такая, как я ехал в прошлый раз, в смысле маршрут, но единственное, я сразу на Бордо иду. Я там ехал по 141, по-моему. Но это мне не годится. Я могу так ехать, но это будет круг. Мне это не надо. Так что вот так. Погода, видите, какая дождливая. Так вот, я там нормально отстоял. Понаехало много машин. На ночь, короче, все было забито. Но этот паркинг себе отметил на будущее. Но с условием, что надо на него заезжать до 6. Хороший, дал дорожку. Иначе потом начинаются проблемы. Хоть там и они уезжают, французы, но надо тогда ждать. Непонятно, какой из мест освободиться. Но, в принципе, можно подъехать, пойти посмотреть, спросить, будешь уезжать или не будешь уезжать, особенно французы, если шторы открыты. И тогда стоять в очереди, как стояли некоторые машины, ждали и потом становились. Рядом со мной грек стоял с рефом, тарахтел. Ну, кстати, блин, реф какой-то интересный, блин, либо у него так плохо работает. Тарахтел так, что у меня кабина качалась. Зашибись, так я думал, блин, может быть, я двигатель не выключил? Да нет, вроде все было выключено. Но он мне не мешал именно своим звуком. Я же говорил, что я привык. В морях наоборот как-то, блин, если что-то перестает тарахтеть, значит что-то не в порядке. Когда тишина. Такая типа обесточка или что-то такое. Да, уже, блин, все такие тревожные ходят. Так что... А так, все нормально. Потом я проснулся, позавтракал. Осталось у нас из 7 3 машины только. Ну, и я уехал. И здесь был вовремя. Мне надо было 8 быть, я был без 15:08. Ну, офисные работали уже, можно было дать бумажки. Ну, а дальше я уже рассказал. Ну вот, значит, ребята, идем мы на Бордо. Думаю, 7 километров мы проедем по этой дорожке. Потом уже уйдем на 10-ку. Тут написано 6,5 с уходом. Так что все в порядке. Ну, придется сегодня целый день ехать из-за этой задержки. Ну как, если я в 7 стартанул, то значит в 10 должен закончить. Ну и там на границе Испании и Франции мне нужно будет заправиться по полной. 28% у меня. Там где-то 580 километров до границы. Ну, 570. Так что 570 это считается 7-8 часов. Ну, вместе с перерывами. Ну, я тут по дороге буду булочку ехать. Сейчас не хочу. Я, конечно, мог встать бы сейчас на 45-ку, постоять. Но, блин, время. И вот как тут начнешь рано работать? Надо будет еще отписаться. Что типа у меня там до часу выгрузка. Но вот если я... Сколько я проеду? Километров? 600. Мне через час 12, мне через 10 часов надо встать. Ну, 600 я проеду. Нет, 700 я вряд ли проеду, потому что большая пауза. Хотя все может быть. Потом еще 400.
я... Ну вот мне 13 часов входа. 13 часов входа до выгрузки. А еще у меня будет задержка с заправкой. Еще не факт, что я сегодня буду заправляться. Ну и потом там, сами понимаете, горы. Если на Мадрид идти, мы там уже ехали. То есть я вряд ли до часа успею завтра. Ну, пока точно сказать не могу. Я не пессимист, я оптимист. Все может быть и получиться. Все может быть в порядке. Что еще хотел? Вот посчитать. Посчитать. 10 часов я могу работать. Из них сколько я там могу рулить? 9 часов могу рулить. Десятку брать. Ну а так 8 часов могу рулить. 8 и 8, 60 часов 40. Останется еще 400. 400 это 5 часов ехать. Вот. Если я встану в 8, в 10, то я должен стартануть завтра в 7, а 7 плюс 5, 12, плюс пауза еще час. То есть это, блин, ну никак не получается мне завтра к часу быть. Напомню, что у меня заправка еще. А там по отзывам на заправке, блин, выяснилось, что там, блин, такая интересная заправка, она очень неудобная, как с заездом. Как минимум заездом, потому что если какие-то коллеги встали там на паузу, то надо ждать, когда они постоят. Этой паузы закончат ее, только тогда можно будет заехать на заправку. То есть, как и в прошлый раз я в Испании заезжал на заправку, блин. Сначала заехал, потом надо было переезжать на другую почему-то колонку. И все это время занимает. Ну и там еще главное пишет, что проблемы с AdBlue. А мне как бы надо по полной заправляться. И AdBlue, и топливо. То есть, кто знает. Ну, потому что AdBlue у меня 34%, топливо 27%. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что все будет окей. Без всяких там каких-нибудь эксцессов, да, неудобных нам. Там еще, можно было и тут заехать и на круг. Но это как бы с одной стороны удобно, но с другой стороны лучше отсюда заезжать на круг, наверное. Хотя, фиг его знает. Да, там вот круговая. Ну здесь мы прямо выезжаем на трассу, поэтому удобно. Да, так и есть. Ну что, на какой мы там дорогу сейчас выходим? Нью-Йорк. На Нью-Йорк вообще. Вообще-то нам на Бордо там было везде написано. Где-то по дороге какой-то, но то и погода совсем испортилась. Ветер поднялся. 9 градусов за бортом. Тысяча 57 километров, 560 до заправки.
Так что ладно, ребята. Повторюсь, сегодня 10 января. Хорошая дата, вторник. Мы во Франции. Едем в сторону Испании. Будем заходить опять в стране Басков. Я уже посмотрел, потому что в Испании надо водить регионы. Ну, это нас ждет впереди. Так что пожелаем всем доброго дня, доброго здоровья и хорошего настроения, независимо от погоды. Как говорится, главнее всего погода в доме, правильно? Ну все, погнали. Погода, ребята, пипец. Так скажу я вам. Ужас, ужас. Дождливая, противная, по большому счету. Встал на 45-ку здесь. Надо паркинг отметить. Как я отмечаю паркинги, повторюсь, открываю карты, Google, нахожу свое место, где нахожусь. Так, потом открываю сохранить. И у меня есть папка, например, паркинг Франция. Что написать? 4 места. Место. Но маленькое. Есть магазинчик и туалет. И все, сохраняю. И все. У меня все распределено по папочкам. Так скажем, есть папки паркинги. Ну, там, в странах, в которых я был, там, паркинг. Теперь уже Литва, Польша появились, так, Швеция, Дания, Германия, Бельгия, Голландия, Испания, Италия. Где там я еще был? Ну да, в этих странах. Также есть заправки, которые я использовал по разным компаниям. В Фиксе, в Хейстеркампе и здесь. Тоже папка, например. Папка заправки Фикс, папка заправки Хейстеркамп и папка заправки Нико 2. Как-то вот так. Что я еще какая? Ну есть еще такие магазины, которые на дорогах у меня попадаются, магазины, я отмечаю, типа, магазин. То есть не в городе магазин, а вот на дороге. Там возле городков. Вот мне нравятся вот эти националки французские, тем, что здесь всегда есть паркинги. Или места, где можно встать на паркинг вдоль дороги. Но это вот на националках таких. На больших дорогах такого нет. Ты можешь проехать 50-60 километров и не быть паркинга. А когда время у тебя уже совсем не хватает, это чревато. Чревато потерей нервов. Нервы надо беречь. Поэтому наша работа требует неторопливой спешки. Это раз. И второе, ясного ума и сознания, чтобы быстро принимать решения. Они иногда очень важны, чтобы именно то, чтобы быстро принять решение. Вот это очень, в принципе, важная штука. Принять решение, когда у тебя ограниченное количество времени. В разных ситуациях. Я не имею в виду аварийные ситуации, а вообще, вот когда ты куда-то заехал не так, не паниковать, а именно, принимать решение. Это очень важно. Надо это в себе как бы воспитывать, тренировать. Главное не теряться, не паниковать. Ладно, еще постоим, сколько нам еще? 25 минуток постоять. И можно гнать дальше. Я еще на 10-ку не выехал. Но просто думаю, что если я там выеду на 10-ку, то уже будет меня поджимать время. А так мне оставалось там еще по 2 часа ехать. Так что лучше я 10-ку до Бордо проскочу без пауз. Но если только по необходимости. Надо будет искать какое-нибудь укромное местечко.
А так все нормально. Сколько нам там еще до заправки? 446, 940 до места выгрузки. Не знаю, сомневаюсь с тем, что я завтра успею к этому к часу. Потому что там горы. Ну ладно. Достоим паузу. И погоним. Ну вот, ребята, едем уже по десяточке. Вперед. Погода, сами видите, какая замечательная. Эх, Европа. Нравится мне по этой Европе кататься. От Германии и в сторону Атлантического океана, Средиземного моря. Кому-то нравится вся Скандинавия, кому-то нравится только Швеция, кому-то нравится только Норвегия. А мне нравится вот это разнообразие. У меня есть ребята, меня звали тоже в Скандинавию. Я уже почти был готов уехать в эстонскую фирму, чтобы работать на трамвайных линиях. Ну, не знаю, сколько я бы там продержался. Стокгольм-Осло, Стокгольм-Осло. Ну, блин, не знаю, честно. О, блин, у меня уже лампочка загорелась красная. 20%, да. Игорёха Самойлов. Он в Норвегии. Ему нравится Норвегия, он все время в Норвегии. Кстати, рассказывал, ушел как-то с дальнобоя, устроился на фуре по Риге кур развозить. Сначала, говорит, нормально, вроде как бы и дома. Месяц прошел, говорит, стою, выгружаю кур, смотрю на ребят, пролетающих мимо. И такая, говорит, тоска взяла, блин, по дальнобою. Просто потому что работа на фуре, не вся работа на фуре является работой дальнобойщика. Ну какая это работа дальнобойщика, если ты работаешь на фуре, развозишь груз по Риге. Даже не по Латвии, а по Риге. Либо если ты берешь, блин, контейнер в Балаже, везешь в порт. Ну какая здесь романтика дорог? Сплошная рутина. Говорит, и так защемило, блин, махнул рукой и пошел по новой в дальнобой. Вот он, по-моему, всю Норвегию облазил. Ну, а дальше что? А дальше повторы. Да, наверное, какие-то знакомые есть там, ребята, может, девчонки. Но это уже каждому свое. Но мне как-то вот больше такая романтика нравится. Каждый раз что-то новое. Нету такого дальнобойщика, который был везде. Могут повторяться маршруты, могут повторяться дороги, они и повторяются. Но так, чтобы везде, нету такого. Ни одного в мире нету такого дальнобойщика. Это я вам точно могу сказать, потому что нету. А здесь супер. Каждый раз все новое, каждый раз все новое. Интересно. Не стареешь душой. Все время работает мозг, все время развивается смекалка, все время, блин, какие-то, блин, задачи сам себе ставишь. Не себе, а в своей голове. Это очень важно, особенно для тех, кому за 50. Не только в дальнобое, вообще по жизни надо развиваться, что-то новое приобретать, какие-то хобби, интересы. Не только быть в работе. Вот у меня, например, я работаю, снимаю, редактирую. У меня нормальное время летит. А вот у других ребят, у которых нет других интересов, ну есть ребята, у которых рыбалка, фото, да, вот занимаются. Кто-то, не знаю, атлетизмом занимается в паузах. А есть такие, которые вот приехал и что, включил фильм и смотрит. Не знаю. Для меня это скучно. Очень хочется супругу взять с собой в рейс. Реально очень хочется как-нибудь. Думаю, что на этой фирме это возможно. Договориться просто, типа, поехать на 1 неделю, на 2 недели.
в Европу. Но это надо, чтобы была хорошая погода, чтобы весна была. Чтобы все было замечательно. И Джустика с собой взять. Вот у меня братишка брал с собой супругу. И собаку брал с собой. Или даже он двух брал собак с собой. Не одну, по-моему, брал. Нет, двух, по-моему, Йоркшир. А я говорю ему, я видел, как, блин, стою на паркинге, открывается дверь, выходит мужик из пассажирской двери. Ну, голландцы, по-моему, были. А с водительской женщиной. Такая в теле. Ну и не молодые, я скажу вам. И 3 собаки с ними. Ну такие небольшие. Одна, ну, наверное, как расселы, что-то такое между ними связано. Похоже, что-то. Погуляли, дела свои поделали на паркинге, на травке. Запрыгнули в машину и вперед. Погнали дальше. Так что надо будет попросить меня, если все в порядке будет в этой фирме, Геннадия, на какую-то недельку, чтобы типа отправил меня, чтобы с Наташей поехал. И с Расселом. И с нашим Джустиком. Надеюсь, получится. Ну, это только где-то весной, когда погода будет хорошая. А сейчас вы видите, то ли осень, то ли весна. Но по погоде, наверное, осень быстрее. Во Франции. Снега нету. Но мы, в принципе, сейчас приближаемся к Бискаю, что ли? Бискайскому заливу, я так понимаю, сейчас посмотрю. Приближаемся. Ну да. У нас справа на траверзе уже Бискайский залив. Ла-Манш закончился давно. То есть Бискайский залив, он суровый залив. И Атлантика, соответственно. И, кстати, там, где мы будем заправляться, это вообще на побережье. Не доезжая до Сан-Себастьяна, это чисто Бискай. Так что вот так. Поэтому, наверное, и погода такая здесь. Потому что Бискай в это время года суровый. Я ходил на него, через него много-много раз. И прятались мы в Бискае от волн убийц. Груз у нас такой был. Большие эти джамбо, бигбеги многотонные. 2 судна систершипа перевернулось, блин. Не, экипаж в порядке, но не так, чтобы перевернулось, сразу хопа и перевернулось. Нет, постепенно. Груз начал смещаться, он сыпучий. И потом оверкиль. Ну, экипаж, конечно, спасся. Спаслись экипажи. Это главное. Но это было. Бискай он страшен, да. У него там, блин, 12-метровые волны эти. Если там шторм, то там конкретно. Куда мы там прятались? Бухта де Виго, по-моему. Заходили. Я уже не могу ошибаться уже. Сколько я уже в море не хожу? По большому. Ой-ой-ой, давно я не хожу в море. В 2002 году я последний раз был в Атлантике. 20 лет назад. Потом-то я работал в Северное море. Ла-Манш. Ходил с Рослер, Ирландия, на Шербург, Франция, Дублин, Ирландия, Холлихед, Англия. Потом ходил в Венспилс, Травемунде. Да, давно я не был в Атлантике. А надо будет как-нибудь помочить ноги в Бискайском заливе. Все-таки родной.
Когда ты проходишь Бискай, считай, ты уже почти дома. Когда ты входишь в Северное море, проходишь Северное море, входишь в Балтику, это уже дом. Так что вот так. Ну, там какой-то просвет впереди есть. Может быть, тучки еще и рассеются. Ну, хотя, ну, все может быть, но мы идем навстречу, говорю, к Бискаю. Так, у нас, что у нас дальше? Ой-ой-ой. Ну, грубо говоря, как вот до заправки, столько же и до границы. 390. Не знаю, посмотрим, что там по времени будет, сколько будет оставаться у меня перед границей испанской, тогда я уже буду решать, поеду я заправляться, не поеду туда. Пока 390. Почти 5 часов хода. Ладно, ребятки, едем навстречу Биская. Сначала на Бордо. Завершаем, друзья мои, проход по пробкам Бордо. Еще немного, я так чувствую, мы будем выезжать уже на 63-ю дорожку, которая нас и приведет к испанской границе. 220 километров до нее. Ехать я могу 4:30. Это десятка. То есть сами можете посчитать. Эту дорогу я помню. Я ехал по ней уже. Послал в офис информацию, что не могу я быть завтра к часу. Вернее, я позвонил, мне сказали, а во сколько примерно можешь быть? Я написал, что сделал скриншот своей маршрута, там почти 10 часов. Написал 10 часов дороги. Так, а мне сейчас тут вправо надо, ёпрст, я встал тот самый. Ладно, сейчас будем, ой, проситься. К сожалению, что-то я как-то подумал, мне прямо надо ехать, а мне тут не прямо надо, мне тут влево надо. Будем проситься. Честно, ребята, не хотел обмануть вообще, блин, просто как-то показалось, что надо мне прямо ехать. А это прямо на Лион и на Париж. Так вот, сделал расчеты я. 10 часов езды плюс 9 часов времени. Даже взял поменьше, 2 паузы 45-минутные. И примерно час на заправку. Вот считайте, что у меня по времени получается. То есть 10 плюс 9, 19, час заправка 20 и 1,5 часа. Ну, грубо говоря, 22 часа. Отослал я эту информацию в 4 часа. То есть в 2 часа я могу быть не раньше на точку. Это я еще не учел вот эту пробку Бордо. И не учел погоду и горы. Но мне сообщили, да, что они завтра работают только до часу, действительно. А вот. Но это знакомая ситуация с этими странами, что Франция, что Испания, что я и говорил. Частенько у меня так бывало во Франции. Но в Испании я только один раз был.
Но можно уже снимать. Кстати, очки желтые показывают, типа, светлее дорогу. Не такие сумерки противные, более такие мягкие, теплые. А во Франции сталкивался с такой ситуацией, еще и в Дании я сталкивался с ситуацией, что они работают там не до обеда даже, а до часу, до двух, а потом все, уходят на склады и не обрабатывают машину, если она не пришла до этого времени. Просто часто об этом пишут, что нужно приехать до этого. Я почему знаю, потому что звонил, узнавал в конторах, да, не работает до 5, например, а если вы приезжаете в 2 часа после 2, то вас уже не обработают. Поэтому и ждать они не согласны. Но я, конечно, попробую ехать, посмотрю, что у меня получится. Во-первых, сколько сегодня, во-вторых, это интересная заправка, которая у меня грозит. Там отзывы, конечно, конкретные, типа одна, то там есть топливо, то его нету топлива, то один шланг вообще, но он типа длинный, достает до 2 бака. AdBlue вообще непонятно, то оно есть, то его нету. Короче, цирк и кони, блин, зашибись такая заправочка. Ну посмотрим, может быть это устаревшая информация, но просто надо быть готовым к этому. Босс, конечно, не спросил, почему я час на эту самую, но я, предвидя его вопрос про заправку, почему час, отослал ему информацию об отзывах этой заправки. Не знаю, если там топлива не будет. Но я тоже ему еще и задал вопрос, так что, только 12-го с утра? Но ответа нету, ну, может быть, он надеется, что я все-таки попытаюсь. Не, я, конечно, попытаюсь по максимуму проехать. Ну, сколько я могу ехать? Я же говорю, 4,23. Это не значит, что я буду ехать 4,23. Ну, 4 это максимум я еще могу ехать. Это 320 километров. Это я могу уехать за границу, там еще километров 80-60. Ну, в Испании. А что там с паркингами? Ну, надеюсь, там нормально. По-моему, там было вдоль дорог можно было стоять девяточку, насколько я так помню. Надеюсь, так и будет. Испания мне нравится страна. Страна басков. Будем заезжать в ней. Блин, мне сейчас надо бы вправо перестроиться, так мне кажется. Здесь какая-то еще такая разгонная полоса, как бы. Поэтому не будем на нее перестраиваться. Пойдем пока вперед по своей полосе. Типа полоса разгона. И еще не поймешь. Тут кто-то вправо берет. Может типа съезжать будут. Хотя тут съезда-то нету вроде. Ну, в любом случае, я пока не нарушаю, потому что проситься в ту полосу, это задерживает движение, трафик. И за мной так идут, и я иду за этим. Ну, вот я скажу, что было времени, полчаса я уже потерял по Бордо. По местному я должен был быть в 2. Даже нет, не в 2, там, в час 30, сейчас 45, а сейчас покажет уже 2:20. Этот пошел проситься. Мы еще пока поедем прямо. Вот это прошение с остановками, конечно, оно не в кассу, вот, ребята, реально. Да, там начинается знак стоит, обгон запрещен. Не, ну это он стоит еще таким в таком виде, что типа повторяю, что обгон запрещен. Но что мы можем сделать? Мы идем, мы просимся. Мы не можем стоять. Кто нас пустит? Эти не пускают. Сейчас на 26-ю уходят машины. Ну ладно, поэтому мы как бы... Блин, обгон тут запрещен. 600 метров. Латвиец едет.
Я буду надеяться, что эта полоса уходит вправо на 26-ю полосу. Ой, 26-ю дорогу, а нам не надо 26-ю, мы едем прямо. 2,5 километра. Подожди. Знак обгона запрещен 25 километров или через 25 километров? По-моему, через 25 километров. Вот я уже забыл правила. Ну да, эти, наверное, пойдут все вправо, на 26-ю. Вот там один залез. А за мной, интересно, коллега просится или не просится? Или он просто едет? За ним там тоже едут фуры. Я ведомый, что ли, блин, получается? Как-то он так дико странно лезет. Там машина стоит, он туда лезет. Тоже интересно. Вот сейчас проедем 600 метров и увидим. Вот такая вот пробка. Тут еще дорога сужается. Есть уход, нет ухода. Уход-то есть, но походу эти все не уходят, эти машины. Вот в чем дело. Блин. Надо проситься. Потому что они не уходят. Блин. Машины и фуры. Да, будем проситься. Потому что здесь не есть гуд. Коллеги не уходят вправо. Будем понемногу проситься, я так думаю. Но стоять тоже нельзя, проситься надо на ходу. Французы. Там был латвиец один. Не пускает, блин. Упертый. И этот не будет пускать. Конечно. Я бы, например, пустил, вот честно. Вот этот Гаучи, конечно, он уже устал пускать, он легковые уже пускать устал, не только там грузовиков еще. Я согласен. Да, блин. Морда кирпичом.
Это вообще в планшете сидит старичок. Что-то мне там Легковая быстрее пустит, чем, блин, коллеги. Ну да, мне так кажется, Легковая. Блин, там бус еще едет за ним. Угу. Вот так-то. Не, ну правда, коллеги, наверное, думают, я тут оборзевший такой чудак, блин. Ехал, опережал всех. Ну да, так и получается. Оборзевший латыш, блин. Кстати, вот многие, блин, своих, блин, коллег даже я замечаю, что не умеют входить в полосу. Я вот на троллейбусе научился входить в полосу. Правильно. Сразу больше берешь, блин, влево, либо вправо, блин, и потом выворачиваешь. И все, ты в полосе. А некоторые, блин, почему-то, блин, вот повернул и боится туда дальше заехать, чтобы вывернуть руль. Чего бояться? Нет там никого. Что там, что там. Не надо становиться по диагонали. Сразу раз и встал в полосу. И все суперско, все как у мастера. У меня это вот в троллейбусном парке я это вот делал. Сразу хоп-хоп и все, и ты освобождаешь полосу для всех. Чуть-чуть буквально, надо на полметра зайти мордой за полосу, и потом ты ее возвращаешь. Потому что прицеп идет за тобой. Ну, как ты увидел, что он, типа, пересек эту линию, блин. Ну, конечно, не надо там под углом 90 градусов, но под 30 градусов спокойно заходишь, и все в порядке. Ладно, что я буду там учить, блин. Я сказал, что я никого учить не буду. Это я просто передаю свой опыт, как я захожу в полосы. Но просто я вижу, как другие заходят в полосы порой. Это просто пипец, особенно если легковая машина. Она, блин, я еще понимаю, блин, коллег, ну, блин, когда легковая машина, блин, занимает две полосы, места впереди куча, сзади куча, блин, слева куча, справа куча. Нет, он станет на полосе. Жопа, блин, в одной полосе, сам в другой полосе. Вот это, блин, кадры, блин. Я как-нибудь покажу вам на видеорегистраторе, как некоторые становятся, заезжая в полосу. Rappel. Я вот repeat, типа по-английски, repeat, повтор. Я так думаю, что это означает. Так, кто-то мне звонит. Итак, остается 2 часа, и оказывается, 2 часа это не мое вождение, ну, вождение чуть-чуть, может быть, дольше могу ехать, но у меня рабочее время завершается, оказывается. Ёпрст. 2 часа до границы, вернее, до паркинга, до заправки, граница 57 километров. Это где-то примерно, блин, минут 40. И вот у меня сейчас раздумья, ехать мне на заправку, не ехать. Потому что, говорю, посчитал там отзывы об этой заправке. Там, блин, конечно, я могу там застрять. Тогда у меня времени вообще будет в обрез. Так что сейчас идет гонка за временем. Я смотрю на паркинге 55. За 50 километров до заправки есть паркинг. Может туда пойти. Сколько у меня по времени вождения? Ну, в любом случае, если я могу час 57 ехать, значит десяточку я не возьму, если
50 километрах стану. Потому что по-любому я вот смотрю по километражу 500 километров останется, а время будет 10 часов вечера. Это значит в 6 я могу, в 7 я только стартану, и до часа у меня будет всего лишь сколько? 6 часов. За 6 часов я вряд ли успею с заправкой. Нет, хотя, может быть, я бы и успел. 500 за 6 часов, 510 до часу. Да, до часу не успею. Мне же паузу надо делать 45 минут. Поэтому, ребята, завтра я не успеваю к часу. Мне нужно думать уже не о том, а как успею, не успею, о том, где мне искать тут паркинг. Более-менее безопасный. За топливо я не переживаю, потому что у меня его нету, мне сливать нечего. Так скажем, да, ребят? Ну, загруз, везу я там туалетную бумагу. Вряд ли она кому-то там очень сильно нужна. Как-то вот так. Тенты порезать. Не знаю. Поэтому буду думать. Если просто бы ехать 2 часа, это 160 километров можно проехать. Ну, заправка отнимает время. Или попытаться сегодня заехать на эту заправку, посмотреть, что и как, обстановку вокруг заправки. Чтобы завтра времени тратить, а вдруг завтра я успею и так далее. 45 минут, ребята, 45 минут паузы. Это значит 7 часов. 6,5-7 часов. Но никак. Пробка в Бордо меня, конечно, съела время. Само Бордо и выезд с Бордо. Сейчас вот получается, как получается. 16 километров, 20 это там уже заправка. Это 20 показывает паркинг. Там вряд ли места будут. Хотя все может быть. Тут Франция, я смотрю, тут паркинги полупустые. Главное, заехал, там на паркинге до паузы стоял. Вначале как бы мест нету, а потом, все свободно. Сейчас проезжал мимо паркинг один. Он как бы тоже из 2 частей состоит. Первая часть, смотрю, там куча машин, что-то там кто-то паркуется. А дальше я же вижу, что паркинг большой на карте, проезжает. Там вообще пусто, елочка пустая. Так что все может быть во Франции. А время, кстати, сейчас только полдевятого по местному. Ну подождите, я же 10 парижскому стану, а если в 9, это значит 6 часов я стартану. И 7 часов у меня есть. Если я буду заправляться, я не встану в 9, в 10, я встану именно в 10 по местному времени. Ну что, думаю, надо ехать на заправку, чтобы завтра время не терять. Все-таки. Но если там что-то не удастся, поеду там паркинг искать. Либо в обратном направлении, обратно во Францию.
Либо там я читал где-то 3 километра есть какой-то паркинг. Не паркинг, там какой-то до кольца доезжаешь и потом направо. Это типа промка. Ладно. На данный момент думаю, что поеду на заправку. Хочется, чтобы получилось, чтобы завтра я приехал. Вот эта загрузка, 2 часа задержки. Меня, конечно, тоже 2 часа задержки там, час в Бордо. Где-то 2,5 часа у меня и вылетело. Важные 2,5 часа. Так что едем навстречу. Смотрите, в каком месте я встал. Зашибись приключения. Я не могу без приключений. Приехал я на эту, заправку. Стоит одна фура заправляется. И 2, не заправляется, а стоит. Не заправляется. И 2 рядом стоят. Короче, офигеть можно, заправочка, Четко куда-то пошла. Что-то там убирает, ей что-то там этот испанец говорит, она что-то там руками махает. Короче, офигеть, Заправка, мама не говорит. Я даже не знаю, есть там топливо или нету топлива, я так нифига не знал. У меня уже время заканчивается, уже меньше часа осталось. Думаю, да ну его нафиг, И поехал, паркинг искать. До этого паркинги были уже забиты. Там парочку, поехал. Через Сан-Себастьян, Офигеть. Заехал на паркинг один, он, паркинг для автобусов, типа час только стоять можно. Я уже даже встал. Думаю, да ну нафиг, еще задом надо выезжать на дорогу. Не, ну выехал, ладно, хорошо. Поехал дальше, на следующий, там, 2 километра до паркинга. Все занято, это все в городе. Тогда уже понесся на другой паркинг 27 километров. Ну, проезжал. А вот по этому мосту я проезжал. Туда, наверное, проезжал. Не-не-не. Туда я проезжал. Смотрю, стоят фуры там. И место есть. Я туда хопа свернул. Кстати, вот видите, надо мной мост. Если что. Я под мостом стою здесь возле какого-то клуба. Не знаю, вообще здесь можно стоять, нельзя. Конечно, нельзя стоять. Там автобусом заезжать нельзя. Ну ладно. Вот у нас, кстати, под мостами стоять нельзя. У них вообще это нормально. Это. И на мостах стоят, и под мостом стоят. Короче, раз, а это за забором. Тогда я уже пошел искать. Думаю, уже стану где-нибудь. Фиг с ним, потому что у меня же время заканчивалось. Заехал там, вот там, где машина едет. Туда заехал. Ёхады, там смотрю, с моими габаритами. Ну, хотя можно пройти, там 18 метров не пройти. Я мог пройти, но там встать негде, там пассажирские, знаете, эти
для легковых машин отделения такие сделаны, что, бля, это просто машина. Тут какой-то спортивный клуб, я так и не помню, дети оттуда вышли. Короче, задом сдавал на кольцо, но я проезжал, видел это место так. Типа вроде свободное. Ну, решил я, короче, сюда и поехать. Вон клуб работает до сих пор. Заехал, тут развернулся и так прикантовался. Надеюсь, ничего не страшного не будет. Надеюсь, завтра проснусь живым и с вами со всеми поздороваюсь. В итоге я сегодня отработал 14 часов 53 минуты, проехал 9 часов 35 минут и 534 километра. Блин, это загрузка. Меня, конечно, все сбило. Еще Бордо. Ну ладно, живы будем, не помрем, как говорится. Но на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Всем удачи, берегите себя и своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.